Ням-ням-ням-ням. Остатки тоже ему туда выкраши. Да не бойтесь. Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Особенно приветствую девочек, потому что вот я вам хочу показать нашу... Да, в принципе, я всех, конечно, приветствую, но тема такая более женская. Показываю вам наш апрель, очень нестабильный. У нас то град, то солнце опять, то ливни, то холодно, то жарко, в общем, не поймешь. Но вы видите, как все цветет. Некоторые вещи уже вот они начали ржаветь, отцветают. Эти красивые, жесткие цветы. Ну, в общем, вы наслаждайтесь, а я хочу поболтать на следующую тему с вами. Почему у некоторых людей биологические часы идут не спеша, а некоторые люди уже после 30 лет стариканы? Ведь многие выглядят гораздо старше своих лет. А самое ужасное, многие себя также и чувствуют. Иногда смотришь, вот я наблюдаю, идет немолодая женщина, идет легко, моложаво, с хорошей фигурой. Вот молодость такую внутреннюю очень видно по движениям, по жестикуляции. Вот давайте подумаем, я подумала над этим, ну вот подумаем вместе, что важно для людей после 50, грубо говоря, после 50. В принципе, молодых людей, чтобы не стареть никогда. Вот кто захочет из девочек, он услышит мой посыл и, может быть, предпримет уже сейчас какие-то важные шаги, мини-шаги для своего будущего. Я вижу, что некоторые люди не способны оставаться ребенком. Часто нас призывают: будьте ребенком в душе. Некоторые не могут этого. Вот иметь в душе интерес к жизни, к новому, радоваться элементарно новой помаде или чашке кофе в теплом кафе зимой. И я это наблюдаю. И люди, кто бы что ни говорил, абсолютно разные. Есть разные типы людей, семей. Кто-то взрослеет и стареет быстро. У них в голове свои непоколебимые установки. Кто-то всю жизнь одинаково выглядит и даже не пробует ничего нового, и вообще непонятно, сколько человеку лет. Кто-то делает тщетные попытки, чтобы внешне выглядеть моложе. А есть люди молодые, они в 90 как в 20, энергичные, любознательные, не обязательно скакать как козе всю свою жизнь, но иметь живой ум — это так супер прекрасно, классно. А еще поддерживать себя в форме. Например, да, следить за модой, даже если вы раньше этого никогда не делали. Можно и в 60, во сколько, в принципе, без разницы, в 60-70, вкусить это увлекательное занятие. И мы будем выглядеть более модно, более молодо, привлекательно. Это ли не приятно, поднимающее настроение действие? Есть такие люди, которые говорят, вот есть конкретные люди, они мне говорят: я выбрала спорт на старости лет, значит, дело же к старости, и здоровье. И уже 10 лет я не крашусь. Я не понимаю, почему нельзя совместить эти вещи. Не обязательно же накрашиваться и клеить на себя инородные тела в виде ногтей и ресниц. Можно минимально подкраситься, выглядеть лучше. Именно в нашем возрасте это всегда плюс. Декоративная косметика, я имею в виду. Только так, в меру. Надо быть требовательной к себе. Иначе ты, как дилетант, ты будешь производить всякую фигню на выходе. А нам, я имею в виду нам, взрослым женщинам, нужен качественный продукт на выходе. Например, если вы до сих пор не умеете краситься, а я это вижу постоянно, эти безумные брови какие-то жуткие, научитесь прям целенаправленно это делать. Вокруг масса магазинов, весь арсенал красоты в легкой доступности. Куча видео на YouTube, как краситься. Можно выбрать себе того человека, который вам нравится, и прям повторить какой-то макияж. Может быть, стоит постепенно улучшать себя. Например, в 55 выглядеть лучше, чем 54, в 60 лучше, чем 59. Такие мини-шажки. Важно иметь еще какие-то увлечения. Не для того, что говорят, там, займите себя. Нет, какие-то увлечения не просто, чтобы себя чем-то занять, если вам, например, делать нечего, нету внуков и так далее, а ради удовольствия. Насчет теории того, что надо спешить, годы уходят, ничего не откладывать на завтра, делать сразу. Многие ведь дают такие советы с экранов.
куда-то постоянно бежать, стремиться. Короче говоря, все надо успеть увидеть. Я считаю эту теорию очень странной. Мы всего все равно не увидим и не успеем. Поэтому мы сами выбираем свой темп. У меня, например, 3 дня мотор не выключается, я активная вообще, по натуре быстрая. А потом я хочу просто ничего не делать, не жалеть, что я никуда не стремлюсь, не развиваюсь, не спешу и не бегу, потому что мне это приятно. А следовательно, мне это полезно. Жить легко даже в тяжелые моменты. Вот не быть беспомощным я абсолютно в широком смысле этого слова. Режим и темп жизни важен, и общение с хорошими людьми. Не просто общение, как вот часто говорят, нужно общение на старости лет. Нет, вот я считаю, что с некоторыми людьми реально противно общаться, и не стоит этого делать. Я давно смотрела передачу про стариков столетних. Там было дело, что-то там про деменцию они объясняли, как это все происходит. Вот там ведущий дал сравнение, которое мне очень понравилось. Я его даже записала. Вот для того, чтобы дом, имеется в виду наш мозг и организм, простоял сотни лет, этим домом нужно пользоваться. Если в нем не жить, то он начнет плесневеть и разваливаться. Прекрасно, да? И еще исследования показали, что внешняя среда важнее генетики. Так что, если вы знаете, что у вас плохой район или город, по возможности поменяйте место жительства. Если вам постоянно что-то не то, что-то не нравится, люди, одежда, погода, то дело в отсутствии гармонии у вас в душе и теле. И это вот таким образом проявляется. Молодые душой люди в любом возрасте строят планы на будущее, но живут днем сегодняшним. У каждого человека есть свой стержень или свой принцип сохранения молодости, свои индивидуальные ценности и свой собственный комфортный темп жизни. Слушайте только себя, слушайте свое тело. Главное – уметь это слышать. Вот такую тему я хотела обсудить с вами сегодня. Пишите в комментариях, комфортно ли вам сейчас в своем теле. Хотели бы, может быть, что-то улучшить или изменить. В общем, будет интересно. Всех вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.